Приветствую, это Холмс, и я продолжаю свои приключения на континентальной части Моровинда в Тамриэль Rebuild. Никогда не слышал этой реплики от NPC. Интересно. После небольшого перерыва я возвращаюсь к этому делу. И я даже решил особо не заморачиваться, не готовиться перед серией. Нет, ну конечно, если проходит 2 месяца между эпизодами, надо вспоминать, что происходило в предыдущем. Вот. Но я, в принципе, довольно быстренько вспомнил, что у меня происходит задание на разоблачение вроде как контрабандистов. Одна из ступеней этого квеста немаловажная позади. Теперь надо искать главу ячейки контрабандистов где-то на побережье внутреннего моря, куда я сейчас и отправлюсь. Вообще, изначально, давным-давно, еще когда вышло последнее обновление от Тамриэль Rebuild, я намеревался отправиться в Старый Бенгард, чтобы посмотреть именно новые земли. Но я так и не дошел. А вот это задание, оно, в общем-то, по пути. Ну, как-то интересненько. Ну и двинусь я пешком, конечно, потому что здесь местность еще не исследованная. Заманчиво ведет тропа куда-то вон туда. Может сходить туда? А, ну нет, я, наверное... Ну хотя, с другой стороны, если там край мира... Наверное, долго я там не задержусь, да? Я проверю, что здесь. Я обнаружил, что у меня щит пропал. У меня просто нет щита. Я, наверное, его случайно выкинул. Я теперь еще более беззащитный, чем обычно. Ой, край мира. Ой-ой-ой. Ну, здесь на самом деле ничего нет, ладно. Наверное, эту дорожку потом продолжит куда-то. Продолжит. Вот, щита, значит, нет. Единственное, что я сделал за кадром, продал пару драгоценных камней, которые насобирал в приключениях. И можно отправляться дальше. У меня там Миролаг же, да? Это Миролаг. В Миролаге осталась нычка, так сказать. С двемерским арбалетом и с ключом от арт. Я не помню. В общем, двемерские руины, которые надо посетить по главному квесту. Арктанг вроде, как-то так. Да, уже выветриваются факты всякие, названия локаций, даты из памяти, к сожалению. Но приключение, тем не менее, продолжается. Вот. Благодаря каким-то модификациям этот ключ стал весить 50 килограмм, что является неподъемной ношей. Потому что у меня всего 280 можно таскать. Поэтому я его решил спрятать до лучших времен. Интересный мост. Да, я тут, получается, по самым краям передвигаюсь. А идти мне надо вот сюда, в Ильдрим. Или Илдрим. Ильдрим как-то более благозвучно. Потому что там, говорят, наверняка найдутся всякие контрабандисты. То есть с поиски контрабандиста стоит начать оттуда. Я, наверное, схожу вот сюда. Усыпальница Тельвилл. Чтобы хоть как-то... Вспомнить боевые навыки. У меня больше нет гоблинского баклера, к сожалению. Подожди. Какие у меня стрелы? Мне подойдут эти сейчас больше. Но если бы они еще правильно летели.
Но эти ребята не такие уж и сильные оказались. Это что? Яйца? Ну, я возьму парочку. Да, вообще надо пособирать немного ингредиентов для алхимии. Железный щит прекрасный. Ну, оно тут все так красиво лежит, я, пожалуй, не буду трогать даже. А вот это потрогаю. Тут хватит самой простенькой отмычки. У меня кроме таких проще нет. Ага, это значит подстава небольшая. О, сразу сюда еще. Угу, проход дальше. Но сначала я схожу вот туда, пожалуй. О, какой там парень интересный лежит. Исцеление паралича. У меня ж таких нет зелий, да? Ну, я возьму. Я думаю, оно полезно. Да, оно все так тут миленькое. Вообще не хочется. Ну, как-то я слишком все открываю легко, по-моему. Spark Blade. Клинок искр такой. Ну, красиво, красиво. Прости, что я граблю тебя, конечно. Не камень надо брать. Какой-то соленый крокус. О-ху-ху. Классно. Вот этот бесполезный даже брать не буду. Здесь нужна отмычка поинтересней. Да, я, слушайте, как-то совсем уж... Может, что-то сломалось в игре? Надо попробовать какой-нибудь самый сложный замок вскрыть. Да, все-таки полезно обшаривать эти ящички. Урночки. Восстановить силу. А у меня есть такое уже? Нет, кстати, такое зелье полезно иметь. Dispel. Снятие магии. О, хлеб. Не знаю, сколько он тут лежал, но я уже давно не ел. Какая милая бочечка, маленькая. Ну, вот такая вот гробница. Маленькая, аккуратненькая. У меня все еще кошачий глаз. Кошачий глаз, кошачий газ. Вот тоже так заманчиво тут. Заманчивые такие скалы лесистые, как будто что-то здесь ты за поворотом найдешь, но фактически тут ничего нет. Я, по-моему, в этих краях бывал уже. Вот на этом перекрестке, по-моему. Миралак, Альмалексия, Старый Бенгард. Или Дрим. Угу, отлично, мне сюда, но... До Старого Бенгарда еще доберусь. Да, я, скорее всего, здесь бывал, но я уже не помню этих мест. Нет, наверное, я в Эльдриме бывал, придя в него по другому пути немного.
да, пожалуй. Но вот здесь я точно уже не впервые. Здесь я что-то искал, помните. Да, я пришел изначально в Ильдрим по дороге вдоль побережья. Да, все-таки на пользу пошло выпиливание модификации Morrowind Rebirth. Теперь деревья в воздухе не летают. И ничего такого нет. Ничего такого прочего. Так, кто-то хочет, кто-то желает меня. Да? Какая-нибудь Никс гончая или даже... Или даже ты! Какие классные звуковые эффекты. Их перья весьма полезны. Они дают эффект левитации. А еще я немного путаюсь в управлении. Так, мне сюда. Путаюсь в управлении, потому что в Morrowind я не был уже давненько. А у игр, в которые я играл между эпизодами, управление чуть другое. Да, видимо, агрессивность существ менял тоже Morrowind Rebirth. Потому что с тех пор, как я все переустановил, ребятки стали агрессивней. Да, здравствуй снова, Ильдрим. Ну, сейчас я попробую что-нибудь здесь выведать. Кому-нибудь первому попавшемуся просто. Шлендеры ненавидят чужестранцев. Чужеземцев, да? Ильдрим? Хорошая база для экспедиций. Это я знаю. А, вот, да, нашел что-то. Сернам Рассенант. Это глава контрабандистов, насколько я помню. А еще один дрифтер, говорит. Здесь, в Ильдриме, мы знаем, что обычно это подразумевается. Он тут ошивался неподалеку. Вот. Вот ошивался неподалеку этой заброшенной хижины, которая находится за пределами города, в течение нескольких недель. Отправляйся из города на запад по дороге на побережье. А когда она повернет на юг, не следуй ей по мосту на запад, но вместо этого поверни на восток, около знака, по небольшой такой грязючей тропинке. Это приведет тебя к месту. Ну, как мне быстро всю информацию выдали. Так, еще раз повторю, значит. Отправляйся из города на запад по дороге вдоль побережья. Когда она повернет на юг, не следуй по мосту на запад. О, как сложно. Но вместо этого поверни на восток от знака по маленькой грязной тропинке. Ну, в принципе, я, по-моему, даже эту хижину видел уже. Да, мне сюда.
Красивый городишко такой. Ну, не в том плане, что архитектурно красивый, а уютный. Все эти домишки на сваях. Типичные. О, какие-то там доэдрические руины торчат, да? А у меня есть чем восстановить выносливость? Стамину в том смысле. По-моему, нет. Ловкость. А, вот. Endurance. А, нет, это... Вот. Не то. Похоже, нет. А, у меня, кстати, целых 3 таких зелья исцеления паралича можно было то не брать. Меня не настолько часто парализуют, чтобы такими штуками пользоваться, но ладно. Да, выгляжу я, конечно, смешно. Такие еще торчат вон штаны шлендеров. Гепардовые. Ну ладно. Я сильно не переживаю за внешность. Главное это эффективность. Главное это эффективность. Ну, вообще, наверное, вот она, да? Или нет? Вот он, указатель. От него говорит «иди на восток». Ну, может, это не тот указатель еще. Восток у нас здесь. Да, ну-ка мост. Не следуй на запад по мосту. Ну да, вот, похоже, что сюда надо. Где? Ага. Не попал? Как ему неудобно, бедняжки. Слишком много деревьев и прочего, чтобы пикировать. Ну да, я явно на верном пути. Это же не что иное, как грязючая дорожка, тропинка. О, я кого-то вижу. Немного восстановить силы нужно перед этим всем. А вот и он. А, кто ты такой? Что ты тут хочешь? А, Сернам Росинант, контрабандист, верно? А, ты не мой контракт. Я клянусь, когда мои руки дойдут до этого Нваха, но ты должен умереть первым, кто бы ты ни был. Никто не смеет угрожать мне и уходить живым после этого. Что-то ненадолго его хватило. У меня точно сложность высокая стоит. Прям совсем высокая. Журнал обновлен. Отлично, теперь надо доложиться. Лунный сахар у него. Давай сюда сразу. Немного надо стресс унять после этого. Ох, давно я не дрался с людьми. Ну, с мерами. Ох, как же тут у тебя прекрасно-то. Ох. Трусость врага. Spell Mercy. Что я выучил? Заклинание? Я выучил заклинание, что ли? Ладно.
Ладно, сейчас я тут осмотрюсь и проверю, что я там выучил. Ой, а тут, наверное, не осмотришься так просто-то. Не, ну я, конечно, все понимаю, но... Неужели у парня не было совершенно никакого стремления к хотя бы какой-то базовой чистоте? Экий ты такой-сякой. Так, ладно, теперь я хочу понять, что я там выучил. А, вот. Mercy Unexpected. Но у меня нет никаких шансов, чтобы его скастовать. А, наверное, маны не хватает, потому что просто... Восстановить здоровье с помощью касания. А, вроде бы книги заклинаний такие, это что-то... Изначально отсутствующее в Morrowind, да? Добавленное модификациями. Вот. Ну, я, пожалуй, по глуши двинусь обратно в Миралак. О. Только гляньте на эту архитектуру. Я никогда не задумывался, но вот из чего сделано это? Это же не камень. Камень бы не смог такую форму принять и держаться. Это, наверное, металл. А может, что-то среднее между металлом и камнем. Сюда еще и войти можно. Вау. Я даже не знаю. Ну, я не знаю даже. Хотя бы краешком глаза, да? Ох-ох-ох. Ребятушки. Средняя броня. Нет, такая мне не надо. Там яркий факел лежал. Холмс, крадется. Когда не знаешь, что ждет за поворотом. Куча культистов. Я думаю, стоит попробовать. Да, пожалуй, урон холодом он подойдет. Так, это было весьма успешно. Хорошо быть лучником. А вдруг они были дружественные? Я как-то... Ладно. Даже если так, нечего. Нечего, ребята, делать вам в Дейдрических руинах. Призвать топор. Вот меня никогда не понимал таких оружий, так сказать, да, которые призывают другое такое же оружие. Нгаста Квата Квакис. Это что-то каджитское, да? А, это вообще непереводимая абракадабра. Надо взять, значит, кубики. Крысиное мясцо. О, что это? Письмо. Не знаю, почему культ уделяет так много внимания этому конкретному святилищу. В нем ничего особенного. Оно даже меньше, чем другие всякие святилища. Единственная штука, которую мы нашли здесь, когда прибыли, это... Parchment. Ну, скажем,
рукопись, да, с какой-то песней. Она упоминает высший путь, когти и что-то такое. Единственная идея, которая пришла мне в голову, это по поводу открытия сейлинг, каких-то клеток, наверное. Там какие-то когти есть, но я предполагаю, что способный маг может просто пролевитировать через них. Не понимаю, почему кто-либо вообще захотел бы это делать. Но, как бы то ни было, стоит проверить. Ты, возможно, захочешь посмотреть самостоятельно на это все. Я захочу, конечно. Что-то, смотрите-ка, тоже уникальный кусок стафа. О, это мне надо. Так, а здесь я посмотрел. Тут что-то есть даже. Ну, туда я не хочу. Вот. Высший путь выглядит заблокированным. Но не бойся пересечь его. Путь существует, но он заперт. Дружба. Что-то там. И мои когти тебя не поцарапают. Что-то надо проявить дружбу, и когти не поцарапают. Всякие княженцы. Подготовка трупов. Кинжал для жертвоприношений. Интересно, смогу я такой отмычкой открыть? Могу, ничего себе. Снять здоровье. Перышко. Можно продать его. Купить силу можно прямо сейчас. О, установление магии. Книга ценная, надо брать. Черт, я уж испугался. Я на самом деле не вижу никакого прохода, никакого высшего, так сказать, пути. Я вижу только низший путь какой-то заблокированный, да, есть такой. Какие-то когти там действительно торчат вон. Но я и проходов оттуда не вижу. Это похоже на действительно клетку какую-то. Еще я тут застреваю постоянно. Возможно, наверх надо левитировать туда. Надо пробовать. Да, не могу пролезть. Смог. Ха. Ой, я боюсь туда заходить, честно. Все еще левитация действует. Я бы на самом деле хотел, чтобы она уже прошла, чтобы я мог... О! Отлично. Мне кажется, мне пригодятся эти зелья.
Кошачий глаз и дыхание под водой. Это уже серьезный парень. Не подходи. Не подходи даже. Хорошо быть лучником. Лорд Дремора. Алебарда. Может потюкать кого ею? Что-то подсказывает, что туда лучше не прыгать. Ладно, теперь мне что-то подсказывает, что придется прыгать. Надо сохраниться вообще под слотом отдельным, я думаю. Уи! Так. Еще б я видел что-то из-за этого. Как органянин я бы мог использовать свои расовые способности, но раз уж мне дали эти зелья дыхания под водой, только где они? Да, интересно. Тут невидимые стены. Левитация, возможно. Что это было? Да и дрот. Благо стрел хватает. Warmth. Тепло. Что-то интересное. Trace of curves of her form. Что-то романтичное, похоже, еще. Может, почитаю на досуге. Вряд ли, но возможно. Ворочи. Боевой топор. О, я сейчас, конечно, пожалею, но... Нет, нормально все. Ага. Может, что они того не стоят, эти рубины? А, парень застрял, нормально. Классные заклинания, классные. Черт.
Подлечиться бы. Самое простенькое колечко мое. Хотя бы так. Полностью пока залечиваться не буду. Могу пожалеть, конечно. Ну, посмотрим по ситуации. Перестал слышать воду. Ну, конечно, красивые эти руины, с одной стороны. Вот. Это же тоже какие-то кристаллические породы, из которых это все сделано. На всякий случай надо обнажить оружие. Я не знаю, у меня такая привычка из свитков, что оружие надо зачехлять постоянно. Ох, он аж на коленке пал. Бедный Дейдрот. Во-первых, потому что тут есть такая возможность. Во-вторых, потому что NPC тогда становится к тебе приветливее, если ты без оружия наперевес с ними общаешься. В-третьих, так делают все NPC, собственно. Зачехляют оружие после каждой битвы сразу. Особенно я начал после Обливиона повторяться за ними. Особенно вот эти вот клинки, которые сопровождают императора в начале, в самом. После каждой стычки с мифическим рассветом. Чопорно зачехляют оружие. Хотя вот в таких местах, конечно, оружие зачехлять смысла нет. Опасность может быть за каждым углом, и зачехленное оружие стоит жизни порой. Так, один Дейдрот. Ну, это прямо святилище-святилище. Это, кстати, кто? Не очень разбираюсь в дейдрических божествах. Их так много, что невозможно всех запомнить. Ну, Дейдрот, лови. Ты лечишься, что ли? О, я сопротивляюсь его магии. Круто. Сколько у меня уже осталось? Ну, еще много стрел. Еще много. О, сердечко. Давай-ка все сюда. Еще один дядя. Я думаю, не буду его провоцировать. Ага. Много жертвоприношений было совершено. Наверное, их вещи. В Моровинде, по-моему, тоже вероятность обнаружения зависит от освещенности. То есть, по идее, к этой жаровне подходить не стоит. Я, получается, не могу тут протиснуться. Это глупо, но так и есть. Ладно, я думаю, можно с другой стороны зайти. О-о. Черт! Ну давай, давай, перестрелка. Кто из нас настоящий гангстер? Отбиваю его магию. Да, давай, падай туда, падай.
Пошел, 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 пошел туда. Да. Чтоб ты там не мучился. Мне не мешал. А вообще-то коварно, если я сюда прыгну. Без левитации уже не выбраться. А вот сейчас пора бы как-то вылечиться уже. Так, по зельям что? Начну с них как раз. Да, интересное святилище довольно. С жертвоприношениями, всеми делами, все как надо. Вон там еще какая-то записка. Вампиры Варденфелла. Малакбал. Это так все хочется прочесть. Я никогда не успею. Внутреннее горение. Ты будешь вознагражден. Рожден изо рта. Ужасающий меч. Что? Это звучит странно. Как минимум. Так, по-моему, я еще вот этот не смотрел сундук. Да. Ну, это скорее, чтобы прокачать злом. Все эти 5 золотых монет погоды не делают. Еще здесь что-то. Ха. Тесак. Опять про подготовку трупов. Ну, вообще, с первого раза отмычкой подмастерья вскрыл замок 53 сложный. Это продадим. Укрепить стамину. Восстановить удачу. У меня есть такое уже? Нет. Давай сюда. Колечко на продажу. Тут, кстати, довольно светло. Можно даже не включать кошачий газ. Еще один дядя дает рот. А, у него еще и по области это заклинание бьет. О, я, пожалуй, отдохну здесь. Человеческая плоть. Черт. Ну вот хлебушка я, пожалуй, съем. О, и алхимию улучшил как раз заодно. Это что, проход еще дальше? А, это проход обратно. Ладно. Сейчас, значит, передохну и буду думать, как дальше выбираться. Давай еще часик. Левитация. Ага. Ступка и пестик с вот этими вот корнями в виде лапы такой выложены. А, у меня какая? Мастерская. Нет, значит, не нужно. Что-то там писалось про рот. Надо к рту, наверное, взлететь.
Причем у меня и правда нет идей никаких, кроме как... С другой стороны, я не вижу никаких проходов там. Ни там, ни там. Еще раз, что говорится? Внутреннее горение. Костер меня не коцает. Ну ладно, я поступлю просто как любой нормальный исследователь. Полечу. И уже разберусь во время полета. Ну, я на самом деле не вижу никаких проходов. Да и на карте их нет. Статься тут у него на спине. На голове. Да, на самом деле, я думаю... Я думаю, что таким макаром отсюда не выбраться. Ну-ка, еще раз. А, какой-то... Это говорится о награде. Какой-то меч. Наверное, так. Рожден из пасти. Еще раз слетаю. Но... Что это? Стоимость 300... Нет, 30 тысяч. А он еще и короткий. Ничего себе. Это же даже круче, чем мой гоблинский. Топовые уроны чуть поменьше, но... Черт возьми. Надо же учесть еще урон огнем. Да, неплохо. Ну вот, вот так. Ну что ж, остается выбраться отсюда. Вот, друзья, вы лайкайте, подписывайтесь. Я на этом, пожалуй, завершу. Потому что выбираться, в принципе, то же самое все будет. Это уже неинтересно. Ну, такая вот получилась серия, такой эпизод. Даже все за один кадр, можно сказать. За один дубль, да? И по квесту продвинулся, и вот такую вот штуку интересную заполучил. Да, пожалуй, хватит пока что. Вот с вами был Холмс, канал Благородных Сэров, Morrowind, Tomb Raider Rebuild, континентальная часть Morrowind'а. До встречи в следующих эпизодах. Пока-пока.